Всем привет! С вами Екатерина Мироневич, и сегодня готовлю тыквенную запеканку с творогом. Вот такая она красивая, румяная и очень сочная получилась. Моя запеканка сегодня диетическая, так как я не использую совсем сахар. Но все продукты перед вами — это тыква, изюм, творог, яйцо, немножко сливочного масла, манка, вода и растительное масло. Тыкву предварительно хорошо мою и чищу, от кожицы очищаю. Теперь нарезаю тыкву небольшим кубиком. На разогретую сковородку наливаю небольшое количество растительного масла и добавляю 15 грамм сливочного масла. Выкладываю тыкву. Обжариваю примерно 5 минут, без крышки. Подливаю воды полстакана и накрываю крышкой, сушу под крышкой до мягкости. Тем временем изюм хорошо промываю и заливаю кипятком. Оставляю его постоять до полной готовности тыквы. В чашку выкладываю яйцо, добавляю щепотку соли и хорошо взбиваю. К яйцу добавляю творог. Творог у меня, как видите, крупинками. Если у вас пастообразный, то можете так оставить его. А если вот такой, как у меня, это тоже по желанию. Можете оставить так, а можете, так как и я, перемолоть его блендером, измельчить. Изюм процеживаю и слегка обсушиваю. Выкладываю обсушенный изюм к творогу, все перемешиваю. Тыква готова, проверяю вилкой, вот она мягкая, и потихоньку добавляю манку небольшими порциями. Буквально минуту держу на огне и выключаю. Вот такое пюре у меня получилось. Хорошенечко его лопаточкой растираю. Перекладываю теперь в чашку для того, чтобы оно остыло до теплого состояния, до теплой температуры. Теперь к пюре добавляю творожную массу. Перемешиваю. При желании можете добавить половину чайной ложечки разрыхлителя, а можете не добавлять, если не хотите, не любите разрыхлитель. Перемешиваю опять. И у меня осталось второе яйцо. Разделяю яйцо на белок и желток. Взбиваю белок венчиком. Добавляю пару капель лимонного сока, чтобы белок лучше взбился. И взбитый белок добавляю в тыквенную массу. Хорошенько опять все перемешиваю. Стараюсь поаккуратнее перемешивать белок, чтобы масса была попышнее. Получилась вот такая масса, получилась тыквенная. Это уже готовая масса для запеканки. Теперь подготавливаю форму. Для этого я ее хорошенько смазала сливочным маслом и присыпала панировочными сухарями со всех сторон. Выкладываю тыквенную массу. Разравниваю лопаточкой. Чтобы ровно разровнять, лопаточку можно смочить водой немножко или просто влажной рукой разровнять. А теперь смазываю желтком. Желток предварительно немножечко сбила. Вот такая получилась запеканка. Отправляю теперь ее в заранее разогретую духовку на 180 градусов минут на 45-50. Прошло 50 минут, моя запеканка готова. Вот такая она получилась. Румяная, красивая, золотистая. Теперь я должна извлечь ее из формы. Для этого провожу шпателем или лопаточкой вдоль стенок. Накрываю пластиковой дощечкой. Переворачиваю. Накрываю блюдом и переворачиваю на блюдо.
Вот запеканка моя на блюде. Вот как видите, вот такая красота. Очень она вкусная, нежная, сладкая. Я присыпаю ее еще немножко сахарной пудрой, так как у меня много сладкоежек. И разрезаю на порционные кусочки теперь. Вот такая она на разрезе. Вот такая вот золотистая. Я уже ее попробовала, она очень вкусная. Никакого сахара на мой вкус тут не нужно. Ну, а вы решайте сами, как для вас эта сладость достаточно или нет. Для меня достаточно. Такая красота и вкуснота. Если вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем желаю приятного аппетита. С вами была Екатерина Мироневич.